Всем привет! Это канал Любовь Сатоши. В последнее время все больше популярности набирают децентрализованные биржи. Сегодня мы поговорим о преимуществах и недостатках DEX. Также сделаем обзор площадки BSwap и токена BSV. DEX – это децентрализованная биржа с использованием смарт-контрактов, технологии распределенного реестра, где торговля осуществляется без привлечения третьих сторон, и участники сами контролируют свои средства. Принцип торговли простой. Используя блокчейн, площадка находит продавца и покупателя, которые взаимодействуют и осуществляют сделку с необходимыми криптовалютами. При обменах активы никогда не удерживаются на счете биржи, а транзакции совершаются на основе смарт-контрактов и записываются на блокчейне. Согласно CoinGecko, объем торгов на децентрализованных площадках составляет почти $4,5 миллиарда в сутки, что составляет 4,5% от торгов на всех биржах, включая централизованные. Какие же есть преимущества у DEX-площадок? Во-первых, DEX не хранят средства и данные пользователей, поскольку у них нет единого хранилища для доступа ко всем средствам. То есть все монеты хранятся и принадлежат только трейдеру, если, конечно, не пользоваться фармингом и стейкингом. Во-вторых, у DEX нет возможности заморозить ваши активы или ограничить вывод средств, потому что все ваши средства хранятся на вашем кошельке. Регуляторы не могут закрыть DEX благодаря использованию технологии распределенного реестра, когда каждый узел в блокчейне действует независимо от других. Четвертый фактор – это конфиденциальность. Пользователям не требуется проходить верификацию. Вы никому не передадите свои данные, что минимизирует риски получения доступа к вашим активам третьими лицами. Более простой интерфейс. Не требуется регистрация, не нужно указывать свои персональные данные, почту, телефон, заниматься настройкой безопасности. И последний фактор – это доступ дополнительных инструментов для заработка, такие как фарминг и стейкинг. Что касается минусов DEX, это несколько ограниченный выбор валют для торговли по сравнению с централизованными биржами. Кроме того, у вас, конечно, будет возможность купить или продать тот же условный биткоин, но это будет не совсем правильный BTC, так как он находится в сети, в которой работает биржа, например, Ethereum или Binance Smart Chain. Безусловно, актив будет присутствовать на вашем кошельке, но вы не сможете отправить монету в сеть BTC. Ведь переводы возможны только внутри сети, в которой работает биржа. Сейчас активно разрабатываются мосты между разными блокчейнами, но технология пока сырая. Второй минус – отсутствие многих опций для трейдеров, таких как маржинальная торговля, отложенные ордера, стоп-лоссы и прочее. Отсутствие возможности обмена фиатных валют. На такую биржу не получится завести или вывести гривну, доллар или рубль. Следующий минус – скромная ликвидность, проскальзывание цены на крупных обменах, то есть реальный курс, по которому вы обменяете средства, может быть несколько хуже, чем он отображался изначально. Децентрализованная биржа BSwap была запущена в мае 2021 года, скоро ей исполнится 1 год. Среди главных преимуществ над конкурентами можно отметить, во-первых, это комиссия за сделки 0,1%. Второе – очень приятный, понятный и удобный интерфейс. Гибкая трехуровневая реферальная программа. Вы можете получить 10% от комиссии за обмены, 5% от наград за фарминг. Плюс можно настроить, чтобы часть вознаграждения начислялась вашему рефералу, которого вы привели. Высокие годовые проценты за фарминг. Чтобы начать зарабатывать, достаточно выбрать пару, например, BNB и BSV, заморозить обе монеты в пуле в одинаковом эквиваленте к доллару. Более подробно о фарминге я расскажу в следующих выпусках. Поддержите комментариями, если это будет вам интересно. Пятый плюс – высокие проценты за стейкинг BSV. Замораживайте монеты на любой срок и получаете ежедневную прибыль. Шестой плюс – это наличие собственной NFT-игры по мотивам нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Второй игры – сладкие соты. Вы должны извлечь выбранную вами форму из сахарного леденца. Мне конец.
Седьмое – Marketplace, где продаются игроки и автобусы из игры и другие NFT-шки. Кстати, любой пользователь может выставить на продажу что угодно в рамках аукциона или фиксированной ценой. Комиссия всего 1% с продаж. Следующий плюс – это кэшбэк комиссий, уплаченных за обмен валют. И последнее – это регулярные голосования по дальнейшему вектору развития проекта. Кстати, недавно выбирали между блокчейнами Phantom и Avalanche. Это сеть, в которой будет работать BSwap, помимо Binance Smart Chain. Phantom набрал 53% голосов, и теперь команда работает над его внедрением. Теперь пройдемся по фундаментальным показателям. У проекта очень обширная комьюнити – 257 тысяч читателей в Твиттере, 48 тысяч подписчиков в новостном телеграм-канале, 83 тысячи участников в общем англоязычном чате, 5400 участников в русскоязычном чате, более 113 тысяч адресов холдеров монет BSV. Суточный объем торгов порядка 100 миллионов долларов. Всего в пулах заморожено более 500 миллионов долларов, а в декабре эта цифра достигла 1 миллиард. Площадка регулярно входит в первую десятку по суточным объемам среди всех проектов, которые работают на Binance Smart Chain. BSwap регулярно проводит сжигание монет. Суммарно выведено из оборота больше 26 миллионов токенов BSV. Подобную стратегию использует Binance со своим токеном BNB, что способствует его стабильности и устойчивости. Кстати, BNB дал почти 5 иксов за 2021 год. А 21 марта случилось знаменательное событие, которого все так долго ждали. Листинг токена BSV на Binance, дополнительно монета появилась на биржах GateByBit. Сей факт говорит о признании проекта и большом будущем. BSwap постоянно инициализирует новые партнерства и коллаборации. Из последних токен BSV появился на PancakeSwap. Это прямой конкурент BSwap с огромной капитализацией и пользовательской базой. На Pancake можно торговать BSV, а также заморозить внутренний токен Cake и получить награду в BSV. MH Ventures инвестировали в BSwap. Реализована совместимость с кошельком Huobi. Партнерство с MMORPG, игрой Outer Ring. Сотрудничество с MVL, мобильной экосистемой блокчейна с более чем 1,5 миллионами пользователей в Юго-Восточной Азии. Также BSwap создали фонд поддержки Украины, что является огромным плюсом. Давайте рассмотрим поподробнее токен BSV. Сейчас он торгуется по 65 центов. В обращении 253 миллиона монет. Максимальная эмиссия ограничена и будет выпущена 700 миллионов. Для сравнения, главный конкурент Pancake торгуется по $7. В обращении почти 280 миллионов монет и бесконечная эмиссия. То есть в будущем может быть выпущено и 1 миллиард токенов. Обратимся к дневному графику. Цена уже дважды в августе и декабре подходила к уровню 1,8. Пробить его не удалось, он выступает с сильнейшим сопротивлением. В декабре хороший буст дал запуск игры в кальмара, которая обещала бешеную доходность и окупала вложения за 1,5 месяца. Потом было 3 месяца затяжного падения к локальному дну в 30 центов, отчасти из плохого состояния всего криптовалютного рынка. И вот листинг на Binance оживил BSV. С 40 центов в моменте доходили до $30. Сейчас важно закрепиться над желтым уровнем 68 центов, что даст возможность планомерно пойти покорять новые вершины. Я считаю, монете вполне под силу еще раз протестировать уровень в районе $2. Именно там я начну фиксировать прибыль. Если BSV уже торговался по 1,8, причем без листинга на биржах, то ему под силу это сделать еще раз. Текущие цены хороши для осторожного входа частями. Прямо сейчас наблюдается откат на фоне сильного пампа. Многое зависит и от BTC. Если он сейчас пойдет корректироваться, то BSV не устоит и посыпется. Кстати, недавно на канале был обзор биткоина, не забудьте его посмотреть. Для того, чтобы начать работу с биржей, достаточно установить на телефон либо компьютер кошелек MetaMask или Trust Wallet.
Далее заходите на biswap.org и нажимаете на кнопку Connect Wallet. Все, ваш кошелек подключен и готов к работе. Подытожив, Biswap – молодой и амбициозный проект с набором возможностей, которых не представляет ни одна другая DEX-площадка. У биржи мощнейший фундаментал, отличная комьюнити, сильная и профессиональная команда, которая успешно выполняет ранее намеченные цели и задачи. Правда, есть некоторые нюансы. Ежедневно в оборот поступает около 500 000 токенов, и это оказывает давление на цену BSV. Сжигания стали проводиться намного реже. Админы сохраняют анонимность, мы не знаем, кто стоит за этой биржей. Игру в кальмара хорошо распиарили YouTube-блогеры. Она давала слишком большую доходность за счет некоторых хитростей, которые не закрывали умышленно. Когда много людей присоединились к игре, выплаты урезали, причем несколько раз, и запустили версию 2.0 с еще большей низкой доходностью, что вызвало бурю негатива и недовольства у пользователей. Также админам пришлось снизить доходность по Robi NFT, которые приносили ощутимый пассивный доход, что не добавило лояльности. Не сомневаюсь, что эти шаги пойдут только на пользу в долгосрочной перспективе, но осадочек остался. Напишите в комментариях, стоит ли делать выпуск по фармингу и стейкингу, а также, будет ли вам интересен обзор других DEX-площадок. На этом наш ролик закончился. Всем пока!